Японские, китайские и наши отечественные ученые исследовали влияние каллиграфии на человека и пришли к удивительным открытиям. Вот основные из них. Каллиграфия развивает креативность или творческое мышление, устраняет психосоматические расстройства, способствует развитию умственных способностей, внимания, память, воображение и даже продлевает жизнь. В 80-х годах крупнейшая японская компания, занимающаяся выпуском бытовой и профессиональной электроники, начиная переходить к новым технологиям, провела во многих странах любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать в данном регионе и в данной культуре для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Программа длилась недолго. Ее финансировали более 10 лет. Организаторы эксперимента были потрясены. Всем требованиям в наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала ввести каллиграфию с 1 по 11 класс во всех школах и вузах, независимо от специализации образовательного учреждения, чтобы сформировать те самые качества, необходимые будущим специалистам в области инновационных технологий. Вот еще один интересный факт из современной японской жизни. Многие крупные фирмы Японии приглашают в обеденный перерыв учителей, сенсеев, которые занимаются с сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма недешевое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого потенциала специалистов. И ведь никто не может поспорить с тем, что японцы – самая работоспособная нация, к тому же самая продвинутая и креативная в области инновационных разработок. Безусловно, здесь заслуга не только каллиграфии, но совершенно очевидно, что это следствие бережного отношения японцев к своей истории, традициям и корням, духовному и физическому здоровью нации. В своей статье «Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу рассказывает о влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность жизни. Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма наиболее сложный и трудоемкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное положение запястья и руки в воздухе при письме, движение пером — все это не только тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела — пальцы, плечи, спину и ноги. Каллиграфические упражнения по своей сути напоминают гимнастику цигун, которая изменяет телосложение, двигает суставы. Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс письма также восстанавливает дыхание. Каллиграфия заставляет правую мозговую долю чувствовать правильность линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и воображение. Юань Пу пришел к выводу, что студенты, которые изучают каллиграфию, гораздо быстрее остальных воспринимают и запоминают информацию. А то, что каллиграфия продлевает жизнь – научно доказанный факт. Профессор Генри Као делает еще более смелые выводы на основе проведенных исследований. Практически нет таких болезней, которые нельзя было бы вылечить каллиграфией. Результаты показывают, что пациент, практикующий занятия каллиграфическим письмом, испытывает расслабление и эмоциональное спокойствие, выражающееся в равномерном дыхании, замедлении пульса, снижении кровяного давления и уменьшении мускульного напряжения. Улучшаются ответная реакция, способность к дифференциации и определению фигур, а также способность к ориентации в пространстве. Практические и клинические исследования показали положительное влияние лечения каллиграфическим письмом при поведенческих расстройствах пациентов, страдающих аутизмом, синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания и гиперактивностью. Более того, развивалась способность к логическому мышлению, рассуждению у детей с небольшой умственной отсталостью, также укреплялась память, улучшалась концентрация, ориентация в пространстве и координация движений у пациентов с болезнью Альцгеймера. В то же время методика была успешно применена к больным с психосоматическими расстройствами при гипертонии и диабете и таких психических заболеваниях, как шизофрения, депрессия и неврозы. У них улучшался эмоциональный фон.
Основной принцип этого процесса заключался в следующем. Прежде чем заниматься науками, искусством и ремеслами, необходимо с помощью каллиграфии заложить крепкий фундамент, основу, состоящую из 3 важных элементов – терпения, умения работать и волевого импульса. Ученикам запрещалось с 1 по 11 класс пользоваться шариковой ручкой. Любой урок начинался с 15 минут занятий каллиграфией. Результат был очевиден уже к 7-8 классу. Специалисты, глядя на письменные работы учеников, не верили, что так могли писать дети, к тому же с психическими и физическими отклонениями. Настолько красивой, четкой и упорядоченной была форма письма. У этих детей раскрывались способности к математике, поэзии и искусству. После окончания школы многие из них поступали в лучшие вузы, получали гранты на обучение за границей. Некоторым ребятам в итоге снимали инвалидность. И помните, каждое ваше действие, даже написанная буква, в большей или меньшей степени, так или иначе, меняет вас. В университете Вандербильт провели в свое время хорошенькое исследование. Научили каллиграфии одних студентов, а других не стали учить. Ну, как есть, так и есть. Так сказать, природа должна давать свое. Так вот, от 50 до 80% увеличение результатов успеваемости. Просто из-за того, что потратили несколько месяцев для того, чтобы научиться чисто писать. Те, кто нет, ну, у тех, соответственно, снижение. При плохом почерке там они оценивают на 16%. То есть понимание есть. В Вашингтонском университете, значит, сделали опыты, в том числе такие достаточно простые, с учениками 2, 4, 6 классов. Результат. Тех, кого учили каллиграфии, тех, кого учили писать, излагать свои мысли связано текстом, написанным от руки, результаты на порядок лучше, чем те, кто печатал на клавиатуре, то есть тыкали пальчиками. То есть это дает результаты, причем в прямых экспериментах, которые проводились и на взрослых, и на детях. Для детей, у кого есть желание, есть даже ведутся такие семинары, уроки каллиграфии, где обучают детей. И это развивает получше, чем дорогой психолог детский, так сказать. Вот, потому что дети научаются управлять своими моторными полями. Для взрослых это то же самое. Дело в том, что каллиграфия позволяет не только восстановить многие функции, но и организует мозг. Я говорил, что, к сожалению, у нас вот эти поля в лобной доле, которые контролируют то, что называется чистописанием, координацию движений и центры управления речью, которые планируют, что написать, буквочки как ставить, они сцеплены между собой, но редко нами используются. И поэтому любая практика на эту тему, она дает огромное усиление кровообращения мозга в этих областях. Может быть, вы не станете великим каллиграфистом, но от приступов маразма избавитесь, потому что кровоток там точно будет лучше. Для тренировки мозга в 40 лет с помощью каллиграфии важно писать быстро или аккуратно. И то, и другое важно, но аккуратно важнее, чем быстро. То есть надо не просто осваивать некую методику, но нужно и реализовывать. Человеческие мысли только тогда имеют значение, когда они материализуются. А все, что вы думаете про себя и забываете, выеденного яйца не стоит. Поэтому любой навык, любая мысль должна быть реализована. То есть вы должны ее воплотить в физическое событие, иначе от нее ничего не останется. То есть вы относитесь к этому очень внимательно, потому что мысли умрут вместе с вами. Только материализованные мысли могут, собственно говоря, дать какой-то результат. В древних Китаев было интересное требование к людям, которые претендовали на должности высших чиновников. Они должны были сдать 2 экзамена. Как бы вы думали, какие? Я бы никогда, даже в мысли мне в голову не пришло, я бы сказала, они должны сдать законы империи, там, что-нибудь такое. Ничего подобного. Первый экзамен – каллиграфия. Заметим, не потому, что там нет писцов, которые, разумеется, за него все напишут. Это не потому, что он должен будет выписывать. Тренированная рука, тренированный мозг, терпение, аккуратность, сосредоточенность
и эстетическое чувство, потому что каллиграфия – это вид искусства. А второй экзамен, который они сдают, это стихосложение. Если мы скажем, зачем я буду учиться этим вещам, у меня компьютер и так все умеет, я еще там денег добавлю, куплю еще более мощный компьютер. Компьютер-то ты купишь, а с мозгами-то как дела будут обстоять? Современно дети обделены сейчас такими знаниями, они не владеют ни пространством листа, и каллиграфия дает вот эти навыки. Она помогает потом, у них выравнивается почерк, хотя они занимаются обычно кисточкой, с кисточки начинают. У них укрепляется рука, у них развивается мелкая моторика, это способствует развитию интеллекта человека. И поэтому, а дети это чувствуют, и у них это их главное направление учиться, и у них есть возможность благодаря каллиграфии именно постепенно, шаг за шагом осваивать все новое пространство листа и пространство мысли. И примерно к 5 классу у них появляется желание заниматься другими творческими направлениями. Им нравится красиво писать, им нравится делать завитушки, особенно вот в 4 классе они уже стараются писать, увидят где-то какую-то завитушку и в каждой букве ее подрисовывают. То есть хочется детям применить какое-то творчество, и каллиграфия им это дает. И вот это стремление к красоте необходимо поддерживать и развивать в ребенке, говорят специалисты. Инвалидность, заболевания бывают разные, в том числе и связанные с нарушением, например, мелкой моторики. И занятия, это которые, главным инструментом в которых есть кисть с пером, значит, они настолько захватывают и погружаешься, что забывают молодежь, подростки о том, что у них есть нарушения. Глядя на их счастливые лица и светящиеся глаза, я вижу, что это идет на пользу и психологически, и в том числе для укрепления той же мелкой моторики, если мы говорим. Вона напряму пов'язана з моторикою мозку. Тому, коли у нас рука вміє виробляти різні такі дуже тонкі рухи і дуже тонко контролюються мозком, то це впливає взагалі на розвиток розумових здібностей, особливо в дітей. Письмо дає можливість заспокоїтись, відчути звуки і запахи, перезавантажує мозок і розширює його здібності. Можливо, тому японці легше справляються з багатозадачністю на роботі. Це зосередження на моменті, ми є в тому моменті, але в нас нема слів у голові. Бажано. Це така сприйняття реальності без слів. Це дуже важлива річ, і взагалі це трохи схоже на мелодію, схоже на танок. Людина не замислюється, що як ти пишеш, таке відношення до тебе і таке відношення у тебе до інформації. Графія починається з терпіння і є способом самовираження. Сам процес тебе веде до результату. Ось, і все, що ти маєш, головне, чим ти маєш озброїтись, це терпінням. І терпіння – це там не до паперу, до інструменту, а до себе. А ось Денис справляється в каліграфії заради власного задоволення. Я вже перестаю спішити. У мене такий характер, я везде хочу успіти і зробити все. А ще букви – це прояв індивідуальності, тому нині авторське оформлення літер на піку моди в дизайнерів одягу і аксесуарів в інтер'єрах. Как нестандартно привести форму буквы, что-то необычное, и то, что человек посмотрит, и ему будет интересно поразглядывать. Рукотворне має велику цінність, яку ми забули, споживаючи з конвеєра. Тож спробуйте написати комусь близькому листа, не в гаджеті, а на папері. І подивіться, що з того вийде.